Привет, меня зовут Станислав Иваницкий. Сегодня посмотрим на интересный и доступный, назовем его условно, портретник для кропнутых камер Tit Artisan 56.1.8. Версия сегодня будет для Sony, но также существует для Fujifilm и еще многих других фирм-производителей. Сравним его с Sigma 56.1.4 и Sony 55.1.8 ZI, так называемый Zeiss, хотя он нифига не Zeiss, но это не суть важно. Стоит ли брать и вообще стоит ли рассматривать, ибо конкуренция полтинников на байонет Sony, она просто огромнейшая. Это порядка 43 линз автофокусных, которых я насчитал. И как себя наш герой покажет в этой тесной толпе, сегодня узнаем. Ну а спонсор сегодняшнего показа – лента-липучка. Очень полезная вещь не только для фотографов, но вообще для всех. Вы можете не только длинные провода, вспышек и всяких зарядок удобно связать между собой, чтобы они не болтались и не мешались, но и, например, прикрепить любой предмет в своей фотосумке. Например, флешки, фильтры и даже объектив, чтобы он не ползал по сумке и не царапался. Можно закрепить аккумулятор в заряднике в сумке, чтобы он не выпал, пока вы передвигаетесь где-нибудь, ходите. И многое-многое другое. Лента-липучка в любом маркетплейсе вашего города. Но прежде чем начать, пара важных моментов. Во-первых, теперь мои ролики можно смотреть и в ВК-видео. Если у вас возникают какие-то трудности с просмотром на YouTube, добро пожаловать в ВК-видео, все ссылочки будут внизу, я там все прикрепил. И напоминаю про скидки на мои курсы по фотографии, на смартфон и на фотоаппарат. Все тоже под этим видео. Хочешь прокачаться, тогда обязательно ознакомься. Больше 15 тысяч человек оценили и пользуются с удовольствием моими курсами и полезными знаниями, которые подчеркнули при обучении у меня. Итак, сегодняшний герой – это версия именно для Sony. Почему это важно? Очень много обзоров этого объектива для Fujifilm. И там есть некие косячки с фокусом. Так вот, на Sony таких косяков нет, но об этом мы позже с вами подробно поговорим. Итак, фокусное расстояние полтинник. Что же это такое? Да? В данном случае у нас с вами 56 мм, и это, я считаю, на кроп лучшее фокусное из полтинников. Это лучше, чем 50 мм, ибо 50 мм на кропе, но оно ни туда, ни сюда. Крупнолицевые портреты не поснимать, потому что будут искажения. И да, почему полтинник, вот именно полтинник, не портретник, у меня есть отдельное подробное видео на моем канале. В общем, где-то тут вот сверху подсказочка вылезет. Гляньте потом обязательно, там много еще всякого будет полезного для вас. Ну, а на полный кадр, конечно же, это уже совсем другая история, и мы сейчас про это не говорим только про кроп. Также на кропе 50 мм ходит достаточно мало, по сравнению с тем же, например, 35 мм. И 56 мм чуть сильнее размывает фон. На кропе это важно, потому что многие покупают светосильную оптику для того, чтобы сильнее размывать задний план, и как раз вот 56 мм это лучше, чуть-чуть, но лучше, чем те же 50 мм. Кстати, напишите в комментариях, какое фокусное расстояние на кроп-фактор вы бы выбрали, 50 или 56 мм, и почему. Ну, думаю, многим, как и мне, будут ваши аргументы очень полезны. С удовольствием почитаю и ознакомлюсь с ними. Ну а наш сегодняшний герой – это объектив чисто для кропа. И, собственно говоря, для полного кадра он не предназначен. Кстати, обратите внимание, почти у всех производителей полтинник для полного кадра всегда именно 50 мм, а под кроп обычно делают 56 мм. Я думаю, что это не просто так все делается. Вот, кстати, как выглядит покрытие полного кадра. Почти покрывает только вот небольшие темные такие, знаете, уголочки по углам остаются. Я когда включил кроп на полном кадре у себя, на полнокадровой камере, в режиме видео, сначала подумал, что то ли, не знаю, режим не включился, то ли, что какая-то виньетки нету. Я думаю, неужели что, полнокадровый, что ли, ведь обещали кропнутый полтинник. Вот, думаю, что-то, явно что-то здесь не так. А в чем проблема была, да, то есть не проблема, а в чем фишка. В видео у меня стоит активирована стабилизация, ну, активная стабилизация, и он обрезает кадр, то есть 1,2 кроп получается, то есть углы обрезал темненькие, их не видно. И опять же, когда видео снимаешь, там соотношение сторон 16:9, то есть опять же уголки сверху обрезались, и поэтому мне показалось, что на самом деле что это как будто бы полнокадровый полтинник. Но нет, на самом деле он полностью не покрывает полный кадр, это объектив для кропа. Вот, таким вот образом. Короче, в целом пофиг, не имеет значения, но просто вот такой забавный факт решил вам рассказать. Итак, если взять фиксы с фокусным расстоянием от 50 до 60 мм именно на байонет Sony E, да, для Sony, без зеркалок, получим примерно 80 линз. 80, это кошмар вообще. То есть давайте из этих 80 уберем все, которые не автофокусные, оставим только автофокусные. У нас получится примерно 40 штук, 43 объектива я насчитал. И на самом деле это дохрена. То есть ни на один байонет вы такого выбора нигде больше не найдете. И это я адресую тем товарищам, кто пишет свои высеры про Sony боев и так далее и тому подобное. Выбор он на самом деле решает. И круто, когда у тебя есть возможность выбрать объектив на любой бюджет, на любой вкус. Это на самом деле очень важно. Так вот, уберем из этих 40 объективов
все дорогие объективы, крутые, типа там Sony Sigma 51.2, всякие макрообъективы 2.8, в общем, полнокадровые и так далее. То есть оставим только относительно недорогие объективы, условно до 50 тысяч, то есть вот такие вот. И итого у нас получится 14 линз. Из них 14 линз, из них мы уберем с вами все, которые 50, оставим только 56 миллиметров. И у нас останется 8 линз 56 миллиметров, что как бы все равно дофига, выбор все равно получается ну, большой, огромный. Вот. Отсортируем по цене, получается, что наш с вами сегодняшний герой, Тит-Артизан, на самом деле не знаю, как правильно называется, Татартизан или Тит-Артизан, в общем, он один из самых доступных по цене. Но если мы берем конструктив, объектив не выглядит абсолютно дешевым, да, то есть он не чувствуется дешевым объективом, выглядит он очень хорошо. Комплект поставки у него достаточно хороший, солидный, то есть коробка, пакетики, все пакетики промаркированы, все красиво, в общем, хорошо сделано, здесь ребята молодцы. Сам объектив хоть и легкий, 227 грамм, но на корпусе он металлический, то есть он сделан из металла. Металл хоть и тонкий, но с виду визуально смотрится достаточно хорошо. Конечно, если взять в руки тот же самый Sony CEISS 55.1.8, да, то он и увесистее, и чувствуется солиднее, чувствуется, что там металл, прям берешь в руки и понимаешь, что да, вещь. Но опять же, и разница тут получается в цене в 3 раза, да, то есть где-то 17 тысяч против 50, да, то есть есть повод задуматься. А вот если мы берем Sigma 56, то есть выглядит и чувствуется он, конечно же, качественно, но сделан он из пластика, да, то есть опять же в руку берешь, да, он такой тяжелый, весит столько же, насколько и Sony CEISS. Вот, и в целом ощущается, конечно, более качественно, чем наш с вами сегодняшний герой. Но визуально, еще раз повторяю, все равно Тит-Артизан очень хорошо выглядит. Ну и опять же есть плюс, потому что есть люди, которым каждый грамм на счету, и тут у вас выигрыш в весе 50 грамм получается, что в принципе достаточно полезно будет многим. Что самое интересное, размер корпуса у Sigma, он такой же, как и у Tartisan и Sony CEISS. То есть, но здесь в чем разница, да? Sigma-то у нас 1.4, а остальные 1.8. И при этом Sigma умудрилась сделать объектив максимально компактным. При этом, конечно, чем-то пожертвовали. И дальше, когда будем смотреть с вами резкость объективов и дисторсию, я вам покажу, чем Sigma пришлось пожертвовать. И на самом деле это один из минусов больших Sigma. Но мы сегодня не про нее говорим. В целом, конструктив у Tит-Артизан, в нем можно выделить два интересных момента. Это плохой момент и хороший момент. Хороший, и тут я рекомендую всем производителям брать пример с Tит-Артизан, это то, что задняя крышка является еще и одновременно док-станцией для обновления прошивки объектива. Да, кроме того, как обновить объектив, там никаких больше функциональных возможностей нету, но тем не менее, очень приятно, что такая, в принципе, возможность есть. Например, если мы берем других производителей, да, такие, например, как, не знаю, Sigma и Tamron, у них док-станции продаются отдельные, продаются нифига не дешево, достаточно дорого они стоят. Вот, Tamron, кстати, стал в последних своих итерациях сделать USB разъем прямо непосредственно на корпусе, прямо в объективе. И многие производители из Поднебесной переняли эту тенденцию у Tamron, что я считаю минусом. Во-первых, влияет на грязь и водоустойчивость, то есть как бы на Tamron, если мы возьмем какой-нибудь, не знаю, 2875, у него этот USB разъем вообще никак не прикрыт, то есть туда и грязь, и вода, и все, что хочешь, попадает. И также это влияет на конструктив, то есть размер и все такое. То есть все же производителю приходится внутри объектива лишнее место для проводов, микросхем прокладывать, чтобы выделить это вот пространство для USB разъема, что влияет на размер объектива. Уверен, что влияет 100%. Это большой плюс был, а минус, конечно, в том, что это конструкция бленда. Да? Я как только увидел, объектив вытащил, сразу вспомнил свой первый объектив для Fujifilm X Pro 1. Это было в далеком 2012 году, когда он только появился, Fuji-система, у меня тогда был еще Canon 5D Mark III, и я гулял по Гонконгу и в магазинчиках увидел эту камеру. Да, собственно говоря, выглядела она потрясающе. Да-да, я из тех, кто купил Fuji только из-за внешности, каюсь, повелся, стыдно, бывает. То есть такая, знаете, как бы ретро-камера была. Вот. И, соответственно, объективов тогда у Fujifilm было кот наплакал, 3 объективчика всего, он только вышел из системы. Вот. Естественно, я взял сразу же его с Fujifilm 35-1.4. И форма бленда там была абсолютно такая же, 1.1. То есть не как обычно вот эта вот воронка, стаканчик, или козырьки такие, да, то есть которые с сужением к центру идет. Собственно, в чем прикол? То есть, если бленда одета, ты крышку объектива не снимешь никак. То есть, если она у тебя одета, крышка. Либо, если у тебя крышка не одета, а одета бленда, ты никак не наденешь эту крышечку. То есть, приходится постоянно снимать бленду. И это дико бесило и максимально было вообще неудобно. То есть, приходилось, допустим, с собой не брать либо бленду, либо крышку, да, либо доставать, короче, муторно было. Вот. Но тут Tart-Tisan пошли еще дальше. То есть, они сделали так, что если бленда одета, то ты крышку вообще не оденешь никак. То есть, если одета
это крышка, то ты не оденешь бленду. То есть одновременно не получается вместе и то одеть. То есть вместе, как это обычно происходит, да, у других 99% объективов, где можно одеть и бленду, и крышку сразу же, бросил в сумку и пошел, все, у тебя это сразу лежит, это удобно. Тут как бы увы и ах. И, скорее всего, ты скоро потеряешь либо бленду, либо крышку. А так как, в отличие от крышки, бленду такую ты хрен найдешь, то, конечно, приходится отказаться от крышки. Вот. Ибо бленда, собственно говоря, ну, она как бы этому объективу очень нужна. Она просто необходима для этого объектива. То есть в большинстве случаев иногда просто бленду никто с собой не носит. Но здесь я рекомендую все-таки оставить крышку и лучше взять бленду. Но об этом мы поговорим чуть попозже. Давайте взглянем на резкость и сравним, какая у нас с вами резкость и хромические аберрации у Sony и Sigma, и нашего с вами сегодняшнего героя. Итак, давайте сравним картинку. Напоминаю, что Sony, Sigma и Titartisan, и у Sigma у нас не 1.8, как у остальных участников теста, а 1.4. Откроем максимальную диафрагму, то есть, и сравним Titartisan и Sigma. Посмотрим, что у них, как выглядит резкость. Да? И если мы посмотрим, полностью открытая диафрагма, то Sigma, на удивление, даже резче, немножко детализированнее, чем Titartisan. У Titartisan чуть-чуть лучше контраст, а у Sigma лучше детализация. Но тем не менее, Sigma дает впечатляющую резкость. Конечно, это самая резкая линза в тесте, вообще один из самых резких объективов. Вот. Но обратите внимание, разный цвет еще. Да? У Sigma чуть-чуть холоднит, маленечко чуть-чуть, а Titartisan чуть-чуть теплит. Вот. В целом, любые линзы немножко цветовой сдвиг дают. Тем не менее, мы видим, что разница есть, но не сильная. Давайте сравним теперь Titartisan и Sony. Что мы видим? На самом деле интересная ситуация. Видно, что детализация у Sony хорошая, но она чуть-чуть уступает детализации Titartisan. И у Titartisan лучше контраст. То есть Sony такой немножко мыльноватую картинку дает. В принципе, она рабочая, у Sony хорошая, но такая вот небольшое мыло. Да, и мы видим, что Titartisan более резкий в данной ситуации. Давайте немножко закроем диафрагму маленько, да, так сказать, на полстопа. Поставим 2.8 у Titartisan и у Sony и сравним, будет ли разница у них. И да, то есть мы видим, что у Sony вот справа прикрыли диафрагму, видите, 2.8, и детализация улучшилась, и контраст, усилился контраст. Но все равно, то есть если мы сравниваем, то контраст у Titartisan все равно лучше, то есть он более контрастный объектив, нежели Sony. Да? Кстати, у Sony с точки зрения цветового сдвига самый правильный цвет, то есть Sigma чуть холоднит, а Titartisan чуть-чуть теплит, а вот Sony дает самую правильную цветовую картинку. Но опять же, это настолько только микроскопическая разница, что можно пренебречь. И мы видим, да, что детализация улучшилась, но все равно Titartisan лучше. А давайте теперь сравним Titartisan и Sigma. То есть у Sigma, получается, было 1.4, я прикрыл до 2.0. И да, разница есть. Sigma была очень резко детализирована и стала еще детализированной, но при этом добавился еще и контраст. То есть это прям вообще супер резкая линза. Я, конечно, не ожидал такой производительности. Очень круто. Вот, давайте посмотрим в целом на картинку по углам. И вот сравним, возьмем тоже Sigma. Понятно, что максимально открытая диафрагма 1.4 и Titartisan. Посмотрим, что там творится в углах у нас. По центру мы видим резкость отличная и там, и там. Да? Вот. А вот углы, как ни странно, ну, вообще не странно, на самом деле, у Sigma чуть-чуть детализация хуже. Но, тем не менее, если мы посмотрим на картинку, то у Sigma центр гораздо резче, чем углы, а у Titartisan центр чуть-чуть менее резкий, но углы прям плюс-минус одинаковые, да, то есть, и, конечно же, падение резкости заметное, оно есть. Вот, давайте сравним, как у нас дела обстоят Titartisan и Sony. Смотрим. И да, у Titartisan углы лучше, чем у Sony. Не сильно, разница небольшая, но лучше, да, заметно. Вот видите, справа Sony такая мыльца небольшая идет. Давайте в целом посмотрим, как ведет себя Titartisan. То есть открытая диафрагма, 1.8, ISO 100. Мы видим, детализация очень хорошая. Немножко упало разрешение, потому что я включил кроп мод, режим кропа, и было 33 мегапикселя, стало 15. То есть, соответственно, на детализацию тоже влияет. Но резкость отменная. То есть очень хорошая по всему полю кадра, хороший контраст, хорошие цвета. То есть очень хорошая картинка. Сравним центр
принципе, все красиво. К углам небольшое снижение резкости, но, опять же, на открытой диафрагме оно, в принципе, допустимое, то есть какого-то страшного такого падения резкости нету, и в целом углы более-менее приличные. То есть, в принципе, картинка очень хорошая, то есть резкая картинка, можно смело снимать на открытой диафрагме, то есть она рабочая открытая диафрагма. Это, на самом деле, круто, учитывая, что линза это бюджетная и в 2-3 раза дешевле своих конкурентов, которые здесь представлены. То же самое, все, в принципе, все замечательно. Давайте теперь посмотрим, как у нас себя линзы ведут с точки зрения дисторсии. И если мы посмотрим на сигму, это у нас включена коррекция. Вот мы выключим ее. Обратите внимание, насколько сильная дисторсия. Вот смотрите, включаю, выключаю. И это очень сильный минус у сигмы. Сейчас я покажу, почему так вообще это. Я считаю, что это большой минус. То есть вот коррекция вот такая. Если мы посмотрим на Sony, то здесь с дисторсией все замечательно. Винитирование, видите? Такое, ну, в принципе, допустимое. И тит-артизан. У тит-артизан нету коррекции в Lightroom, но его можно поставить, можно просто зайти на сайт, и там есть инструкция, как установить вот эти профили, и все будет работать. Я просто не стал заморачиваться. В целом дисторсия очень хорошая. В чем проблема у Sigma? И для портретного объектива это на самом деле очень серьезная проблема. То есть если мы посмотрим на картинку, да, вот обратите внимание, выключена у нас коррекция. Обратите внимание, смотрите, видите, как сильно расширяет картинку по центру. То есть, смотрите, девушка становится шире, лицо становится больше, да. Если хотим ровные углы, получаем более широкого человека. С точки зрения хроматических операций, они есть, они присутствуют, вот они прям видны, но не такие сильные. То есть, в принципе, вот зелененькая, фиолетовенькая каемка, в принципе, можно ими пренебречь, да. Вот если мы сравним, как у нас выглядит у Sony, и мы видим, что у Sony хроматические операции гораздо меньше, то есть они лучше здесь контролируются, вот, в отличие от того же тит-артизан, да, то есть если мы сейчас сравним с вами две картинки, то явно заметно, да, то есть в тит-артизан у нас справа, что присутствует такая вот небольшая, еле заметная вот такая фиолетовая полосочка, зелененькая сверху, да, то есть в этом плане у Sony гораздо лучше себя поведение. Если сравним тит-артизан и Sigma, то в целом, если мы посмотрим, то хроматические операции плюс-минус одинаковые у обоих объективов. Справа у нас Sigma, слева у нас с вами тит-артизан, да, то есть в целом не страшно. Ну, вот у нас основная проблема тит-артизан — это контровой свет, то есть прямой яркий контровой свет. По центру тит-артизан, справа у нас Sony, слева Sigma, да, и мы видим, что у Sigma идет такой засвет, но при этом, наверное, я бы сказал, лучшее поведение с точки зрения бликов, да, то есть окантовок меньше, да, здесь вот если мы посмотрим, окантовочки у Sony присутствуют, а у тит-артизан прям откровенные артефакты, такие вот блики, да, если мы закроем ту же самую Sigma и тит-артизан слева у нас находится, то Sigma все держит контровик хорошенько, да, а тит-артизан, вот обратите внимание, как это все выглядит, да, если мы посмотрим непосредственно, как это работает у нас, то вот я сейчас открою целую серию фотографий, да, то есть в зависимости от того, под каким углом мы с вами попадаем на световой пучок, от этого и зависит, как будет выглядеть у нас с вами картинка. Вот видите, чуть-чуть вот прямо стоял нормально все, чуть-чуть сдвигаюсь в сторону солнца, и обратите внимание, мы ловим сильные засветы, да. То же самое, еще один пример. То есть вот, встал прямо, свет не попадает в объектив, все хорошо. Чуть-чуть опустил линзу, направил его на солнце, чтобы лучше словить контровик, и сразу видите у нас какие поведения. Очень похоже на Helios 44M. Также такое же поведение. Вот. В целом, если под определенным углом не снимать, то контровик он держит нормально. То есть вот еще раз пример приведу. Вот, то есть в целом, да, то есть вот он контровик, хороший, в принципе, свет, красивый контраст, но вот если мы чуть-чуть маленько сдвигаемся в сторону солнца, сразу видно, у нас с вами такая вот засветка жесткая идет, не очень хорошо, да. Опять же, я специально сделал тест с контровиком в студии, то есть вот я взял картинку и сзади, чтобы светило у нас, светильники вот эти вот яркие. Вот, если мы посмотрим на них, давайте сравним картинка, как будет выглядеть. Вот, например, тот же самый Sony и тот же самый тит-артизан, как это все выглядит. И посмотрим, то есть справа тит-артизан, слева Sony, открытая диафрагма, контровой свет, прям в объектив фигачит. В целом
объектив Тит-Артизан все хорошо держит, да, то есть не во всех условиях, не во всех контровиках он себя плохо ведет, да. И, кстати, обратите внимание, у Тит-Артизан, насколько картинка резче получается, детализированней, чем у того же Sony, да, причем Sony в 3 раза дороже стоит. Если мы сравним Sigma и Тит-Артизан на открытых, то есть Sigma на 1.4, Тит-Артизан 1.8, а Sigma у нас с вами слева, то мы видим, что, в принципе, плюс-минус одинаковая детализация. В контровом свете Тит-Артизан чуть-чуть вот в такой ситуации чуть-чуть более детализированный, чем Sigma на открытой, да, ну, то есть резкости всегда можно добавить, вот. Давайте сравним теперь в полный рост. Опять же, контровик, да, и у многих вопрос возникает, стоит ли переплачивать за 1.4 или хватит 1.8, будет ли разница. Sigma справа, Тит-Артизан слева, и многие спрашивают, стоит ли переплачивать за 1.4, и вот размытие, давайте посмотрим, как выглядит размытие. Ну и, конечно же, да, у Sigma оно сильней, то есть более такое кремообразное, видите, батарея, да, насколько сильно у Sigma размыто и хуже у Тит-Артизан. Стоит ли его за это переплачивать в 2 раза, каждый решает для себя сам. Вот. Ну а если мы посмотрим детализацию, то в принципе оба объектива очень резкие и прекрасно себя ведут. Может быть, Тит-Артизан чуть-чуть поконтрастнее в данной ситуации, да, вот в этом контровике. Ну и специально я сделал такой небольшой тест в контровичке, то есть это у нас вот 1.8, такая вот резкость. Будет ли улучшаться резкость, если мы будем закрывать диафрагму? Вот у нас диафрагма 2.0, обратите внимание, видите, сразу чуть-чуть прикрыл и стало более контрастно, то есть 1.8, 2.0 это прям, ну, совсем чуть-чуть прикрыть, вот, и сравним, вот, справа 1.8, слева 2.0, и видно, что 2.0 чуть-чуть прикрыл, резкость уже улучшается, контраст уже улучшается. Ну и контровой свет на видео, как мы видим, под определенным углом, то есть проблем никаких нету, то есть стало нормально, вот, просто не все ракурсы света, вот видите, какой артефакт слева пошел, солнечный такой, похож на все-таки на Гелиос немножко, вот. В целом ситуация рабочая, не все объективы абсолютно выдерживают такой сильный контровой свет, то есть и вот так вот солнце пересвечивает лицо не каждый раз будешь, вот, а в целом ситуация нормальная, каких-то прям таких жестких, жутких ситуаций не вижу. Вот эти вот иной раз солнечные вот эти небольшие пятнышки даже иногда красиво смотрятся. Вот. Ну и с точки зрения автофокуса вообще никаких проблем не вижу. Все прекрасно фокусируется, все плавно, ничего никуда не убегает, не вибрирует, не ходит туда-сюда, не юозит. То есть с фокусом на видео, на фото 100% все хорошо, на видео я никаких проблем вообще не заметил. Все работает как часы, четко, для видеографии вполне в целом можно брать линзу, очень себя хорошо ведет, то есть вообще без проблем. Ну что ж, выводы. Что мы имеем? За 17 тысяч рублей мы получаем очень резкий, легкий, компактный объектив на кроп с хорошей резкостью по краям. Так стоит ли на него обращать внимание при выборе? Я считаю, что да, абсолютно точно стоит. И более того, по моему мнению, это лучшее предложение в своей категории из недорогих линз с фокусным расстоянием 56 мм. Если мы берем его ахиллесову пяту, это поведение в контровом свете, вот все эти артефакты, засветочки и так далее, то все, что есть на рынке, все объективы, которые есть на рынке по цене до Sigma 56-1.4, это такие объективы, как Viltrox 56-1.8, тот же Viltrox 56-1.4, Meike 55-1.4, Sirui Sniper 56-1.2. То есть они ведут себя в контровом свете либо так же, либо еще хуже. Поэтому такая вот штука. Что же касается резкости, то он опять же один из самых резких и уступает только Sigma 56-1.4. Он резче, чем родной кропнутый 51.8 USS, тот самый первый составом. Вот. И если мы берем современный полнокадровый пластиковый доступный FE 51.8, у которого в целом резкость абсолютно такая же, как и у дорогого Sony Zeiss 55.1.8. То есть вот 55.1.8 Zeiss и Sony 51.8 по сути оптически одно и то же. Ну, у Zeiss чуть-чуть края порезче, вот чуть-чуть, да, по факту разница небольшая, между ними абсолютно небольшая. По сути, до 35 тысяч рублей это самый резкий 56 мм объектив, и при этом он один из самых дешевых. Для меня выбор тут, конечно же, очевиден. Я буду абсолютно этот объектив рекомендовать. Многих также интересует вопрос, нужен ли 1.4 объектив, то есть диафрагма 1.4, стоит ли вообще переплачивать по цене в 2 раза, может быть, хватит и, в принципе, диафрагма 1.8. Тут, конечно, каждый для себя сам решает, то есть
Если так вот берем условно, то фактически заметную разницу в размытии мы видим лишь фотографируя человека в полный рост. Ну, то есть какие-то объекты издалека. А вот вблизи, по пояс, крупное лицо, разницы сильной в размытии уже как бы и нету. И не забываем про резкость у объективов на разных диафрагмах. Про это подробно я остановился в видео про полтинники, да, обязательно, вот, которые я рекомендовал в начале видео, обязательно посмотрите. Я прям подробно там рассказываю. То есть любой объектив на закрытой диафрагме всегда резче, чем этот же самый объектив на открытой диафрагме. Ну, то есть если мы берем, не знаю, объектив какой-нибудь там 51,8, если мы закроем до 2,8, то не глубина резкости, а сама резкость, детализация будет лучше, чем на открытой, на 1,8. Но если мы берем суперсветосильные объективы, то чем объектив светосильнее, как правило, на открытой диафрагме он еще более мыльный. Взглянем на тот же самый Sirui Sniper 56.1.2. То есть диафрагма 1.2, 1.4, там такое сильное мыло, что рабочими эти диафрагмы назвать можно, ну, только условно. Вот. Ну а наш герой, он в принципе вполне уже резкий, на открытой диафрагме 1.8. То есть эта диафрагма рабочая, и на ней можно получать качественную картинку. Я считаю, что в целом объектив удался. Просто помним про его особенность в контровом свете, пользуемся и радуемся. Вот такие дела. Подписывайтесь, ставьте лайки, бейте в колокол. Ну и скоро увидимся в новых полезных видосах. Пока!